Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Топ-10 специй для поднятия иммунитета. Глинтвейны, пряные чаи и напитки, ароматные имбирные пряники, супы со всевозможными специями. Что только мы не делаем, чтобы зимой не только согреваться, но и иммунитет свой повышать разного рода неприятным вирусам. И настроение свое улучшать при отсутствии постоянного солнечного света. Известно, что все горячие пряности объединяет эффект, который они производят на организм. Помогают бороться с простудой, выводят шлаки и токсины, усиливая потоотделение, устраняя головную боль и даже снимая отеки. Однако, прежде чем приступить к изучению подборки зимних семян, трав и корений, запомните несколько ключевых правил. Не злоупотребляйте специями, большое их количество разжигает аппетит. Крайне не рекомендуется употреблять такие пряности перед выходом на улицу, особенно в мороз. Специи вызывают приток крови к ногам и увеличивают теплоотдачу. Так можно быстрее переохладиться. Не переусердствуйте со специями вечером, иначе избыток энергии помешает уснуть. Самое оптимальное время для блюд с ними – завтрак и обед. Большое количество специй не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Детям не исключены противопоказания также в каждом индивидуальном случае. Первое. Кардамон. Польза кардамона легко может быть объяснена его богатым химическим составом. В семенах содержатся жирные кислоты, крахмал, белок и микроэлементы. Марганец, медь, железо, цинк, кальций, магний и фосфор, а также аскорбиновая кислота, витамины группы В и эфирные масла. К полезным свойствам кардамона можно отнести антиоксидантное действие, благодаря которому эта специя способствует очищению организма человека от токсинов и шлаков, тем самым защищая его от многочисленных заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. При борьбе с простудой кардамон уменьшает выраженность болевых ощущений в горле, способствует снижению повышенной температуры тела и смягчает кашель. Второе. Корица. Корица богата минеральными веществами, такими как калий, кальций, железо, магний, фосфор и цинк. Содержит витамины группы В, витамин С, А, ПП. Также в ней содержатся дубильные вещества, эфирные масла, клетчатка. Помимо того, что корица повышает общий тонус и укрепляет иммунитет, специя активно используется в медицине в качестве антисептического, антимикробного и антипаразитарного средства. И взрослым, и детям корица поможет облегчить состояние при гриппе и простуде. Теплые напитки с корицей ослабят головную боль, усилят потоотделение, облегчат давление, помогут снять отеки слизистой носа. Общий тонус организма заметно повысится, пройдет слабость. Корица лечит хронический кашель и сильную ангину. Третье. Гвоздика. Витаминному составу гвоздики может позавидовать самый полный мультивитаминный комплекс. Бета-каротин, витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамин Е, токоферол и витамин К, филохинон. Треть гвоздики составляет клетчатка. Пятую часть занимает эфирное масло. Минеральные вещества представлены микро- и макроэлементами: калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк. Добавление гвоздики в пищу благотворно сказывается на работе всех органов пищеварительного тракта. Она стимулирует выработку пищеварительных соков, усиливает аппетит, нормализует переварение пищи. А во времена простудных обострений об этой специи вспоминают благодаря антисептическим и бактерицидным свойствам. Витамины группы В благотворно влияют на нервную систему, помогая снять напряжение и успокоиться. Четвертое. Шафран. Большое число витаминов группы В, фолиевая кислота В9, ниацин В3, рибофлавин В2, тиамин В1, витамин С,
витамин А, не говоря уже о целом кладезе минеральных веществ – марганец, медь, калий, железо, цинк, селен, магний. Это все шафран. В нем также содержится особое эфирное масло – шафранал, обладающее свойством цитотоксичности по отношению к раковым клеткам. Шафран применяют в качестве болеутоляющего, антисептического, общеукрепляющего средства. Употребление шафрана в пищу способствует регулированию жирового липидного обмена, повышению устойчивости организма к любым стрессовым ситуациям, снижению артериального давления. 5. Имбирь. Имбирь содержит большое количество ценных для организма витаминов: аминокислоты, кальций, углеводы, полезные витамины группы В, С и А, магний, а также многие другие питательные элементы. Основным положительным свойством этого продукта считается низкое содержание холестерина и натрия, а наибольшая ценность растения содержится в эфирном масле. Эфирное масло имбиря содержит антисептик, противовоспалительные и муколитические вещества – бисоболен, камфен и циниол, борнеол, душистое средство и гингеролы. Это смолистые вещества, которые придают этому растению острый и терпкий вкус. При принятии решения употреблять корень имбиря в лечебных целях следует проконсультироваться с лечащим врачом на предмет совместимости этого продукта с текущим состоянием заболевания. При применении с некоторыми лекарственными препаратами имбирь может усилить их действие и нанести непоправимый вред организму. 6. Мускатный орех. Ядра мускатного ореха содержат витамины А, группы В, ПП, H, Е, минералы – фосфор, магний, железо, кальций, хлор, сера, натрий, цинк, медь, йод и прочее, эфирные масла, крахмал и пектин. Все свои положительные свойства специя проявляет при употреблении в пищу в умеренных дозах, поскольку оказывает сильное стимулирующее и тонизирующее воздействие на сердечно-сосудистую, нервную системы, а также содержит элемицин, метилэнедлог, сиамфетамин и прочие вещества, которые обладают галлюциногенным и наркотическим эффектами. В остальном народная медицина приписывает мускатному ореху успокаивающая боль, противоопухолевое и антибактериальное действие. 7. Тимьян, чабрец. Из верхней, наземной части этого растения получают весьма ценное эфирное масло, которое содержит дубильные вещества, флавоноиды, уксусную и яблочную кислоты. Наиболее активными являются тимол и карвакрол, которые наделены еще и антибактериальным свойством. Тимол относится к производным фенола и наделен меньшей токсичностью и раздражающим действием на слизистой оболочке. Он обладает хорошим бактерицидным эффектом. Чай с чабрецом считается хорошим обезболивающим, отхаркивающим и противопростудным средством, а также способствует укреплению иммунитета и оказывает тонизирующее влияние на общее состояние. 8. Куркума. В куркуме содержится фосфор, железо, калий, йод, а также витамины С, В1, В2, В3. Достаточно высоко содержание калия – 2525 мг на 100 г куркумы. По части микроэлементов первое место в составе специи занимает железо – 41 мг на 100 г. Куркума способна выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды, а ее мощное антиоксидантное действие помогает также замедлить процессы старения. Есть мнение, что специя является прекрасным природным антибиотиком, который, в отличие от синтетического аналога, не имеет побочных эффектов. При фарингите можно рассасывать во рту смесь из меда и куркумы, а также полоскать ее раствором ротовую полость при воспалении десен. При простуде и кашле напитки с куркумой действуют лучше, чем теплое молоко с медом. 9. Анис, бадьян. Оптимальное сочетание витаминов и минералов содержится в еще не созревших до конца семенах аниса. И хотя в продажу специя поступает уже выспевшей и высушенной,
витаминно-минеральный состав аниса все равно остается полезен. Семена специи богаты витаминами С, П, микроэлементами, особенно кальцием, 65% от суточной нормы на 100 грамм, а также от 2 до 6% состоят из ценного эфирного масла. Анисовое эфирное масло используется для лечения бронхолегочных заболеваний, астмы, потери голоса, а также служит как отхаркивающее, жаропонижающее, общевозбуждающее, улучшающее пищеварение и повышающее аппетит средство. Аскорбиновая кислота в составе семян аниса укрепляет нервную систему человека, имеет антибактериальный и противовирусный эффект. 10. Душистый перец. Помимо витаминов, в черном перце витамина С больше, чем в апельсине. Душистый перец богат на кальций, железо, фосфор, каротин, пиролин, хавицин, сахара, крахмал, алкалоиды и камедь. Мало кто знает, что этот вид перца обладает высоким содержанием эфирных масел, которые в свою очередь имеют в своем составе такие компоненты, как кариофилен, филандрен, эвгенол и циниол. Эфирные масла, содержащиеся в перце душистом, наделяют организм энергией, придают заряд бодрости и сил. А еще это масло является антисептиком. Черный перец в народной медицине активно используется при кашле. В сочетании с медом он отлично прочищает дыхательные органы, удаляет из них слизь, уменьшает ее образование. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.